Посмотрим, заработает или нет. Что-то у меня не грузится. Посмотрим, будет работать или нет. О, работает. Всем привет. Но все-таки тут как-то не очень у меня работает. Как у вас? У меня комментарии пропали на компьютере. Уже было такое как-то однажды. Вот. Меня слышно? Напишите. То может опять что-то отвалилось. Кто его знает. Будем смотреть подсказки. Кому нужны подсказки, пишите подсказки или подсказка. Можно одну подсказку просто посмотреть на какой-то ваш вопрос. Я не знаю, что тут у меня отваливается, но что-то может... Все работает, это хорошо. Сейчас я все достану, все колоды. Комментарии, в общем, опять пропали у меня почему-то. Ой, на компе. Сейчас уедет. Ну ладно, пусть так. Ирина, доброго субботнего вечера. Подсказки на всех колодах для Ирины смотрим. Кому подсказки, те пишут подсказки. Будут еще общие расклады. Давайте смотреть. Для Ирины подсказка. Смотрим. Делайте все радостно и легко. Делайте все радостно и легко. Кому же здравствуйте. Можно послание, да, можно. Сейчас для Ирины смотрим подсказку. О, опять меня не в фокусе я. Ну ладно. Давайте для Ирины посмотрим. Риск будет оправдан. Сейчас самое удачное время для рискованных идей и проектов. Этой подсказки, кстати, еще ни разу не было. Так что, Ирина, такая подсказка у вас. Подсказка для Ирины следующая. Если не сейчас, то когда? Не медлите. Это уже вторая подсказка, чтобы вы действовали. Видите, та тоже, чтобы вы действовали. И это тоже. Ну, если я не в фокусе, ничего страшного, поэтому я думаю. Отличная подсказка. Вау, Ирина пишет. Давайте следующая подсказка для Ирины. Смотрим. Не унывай. Это всего лишь плохое настроение, а не плохая жизнь. Улыбнись. Прям все подсказки к действиям склоняют. Да, да, прям время действовать. Видимо, как раз сейчас самое лучшее время для вас. Для Ирины послание из будущего. Смотрим. Тебе нужно побороть свой страх. Только действие побеждает страх. Боишься? Действуй. Но опять же, действовать вам говорят. Вам говорят, действуйте. Действуйте. Сейчас самое лучшее время для этого. Вот. Мария, добрый вечер. Подсказки на всех для Марии. Хорошо, посмотрим. Сейчас мы смотрим, для кому ежей. Послание. Послание из будущего. Для кому же? Да что такое? Нужно действовать. Любое. Послание любое. Послание из будущего сейчас мешаю. И как после таких подсказок не действовать, говорит Ирина, нужно действовать, а то, чтобы не профукать время, как раз сейчас самое благоприятное. Поэтому... подсказки, кому ежи. Ну, давайте с послания из будущего, потом остальные подсказки. Начнем с послания из будущего. Ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Кому ежи такое послание. Начнем с послания, в общем, сразу. И дальше подсказки. Ничего не горит. Свечка, что ли, пахнет? Что-то чем-то пахнет. Не горим. Так, давайте.
Камыжей. Послание, подсказка. Подсказка Вселенной. Ищите помощь на стороне. И кто-то вам может дать совет или помочь. Ищите помощь на стороне. Добрый вечер, Аннет. Я забыла что-то важное. Но вдруг вам завтра надо куда-то идти, а вы будильник не поставили. Ну вот, забыли поставить. Или может у вас в духовке что-то стоит, не забудьте. Ирина пишет, благодаря Лену успешной плодотворной недели. Ирина, вам тоже успешной недели. Спасибо, что на эфирчик зашли. Камыжей. Смотрим. Стоит взглянуть на это под другим углом. Взгляните под другим углом. Камыжей. Смотрим. Подсказка. Существуют только те ограничения, которые вы придумали себе сами. Не ограничивайте себя. Позвольте себе мечтать о большем. Камыжей. Смотрим. Следи за языком. То, что вылетает из твоего рта, вылетает в твою жизнь. Просто закрывай свой рот и послушай. Ну, в общем, не болтайте плохое, только хорошее. Не говорите, говорите, что, мол, ну, с благодарностью, что у вас это есть, что у вас это будет. В общем, все положительное. Отрицательное не говорите, а то ангел стоит, как говорят, да, и записывает, и исполняет, исполнено, исполнено. Представьте, что все, что вы говорите, будет исполнено. Поэтому говорите с позитивом или не говорите. Вот. Так, давайте еще вам послание из будущего. Камыжей, ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хороша. С тобой все в порядке. Не сомневайтесь, в общем, в себе. С вами все нормально. Все хорошо. Вот. Спасибо, Камыжей. Давайте смотреть для Марии. Подсказка для Марии. Смотрим. Не начинайте новое. Вам нужно закончить что-то. Что-то вы уже начали. Нужно сначала закончить старое. Настрой упаднический сейчас. Ну-ка, быстренько надо это исправить. Съесть что-то вкусненькое. Или наоборот, заняться спортом, чтобы похудеть и купить что-нибудь красивенькое. Да, что мы там любим? Покрасить волосы, сходить, что-нибудь, постричься, с девчулями встретиться. Не знаю. Купите себе носки для настроения, веселенькие, дома ходить. В общем, что-нибудь, в общем, вы знаете, как вот себе поднять настроение. Поднимите. И вам спасибо, Камыжей. Спасибо, что на эфирчик зашли. Давайте для Марии Мишаи следующее послание из будущего. Прислушайтесь к своей интуиции. Сейчас она не подведет. Интуиция у вас хорошо будет работать в ближайшее время. Для Марии смотрим. Смотрим. Вы не похожи на других. Даже не думайте меняться. Не думайте меняться. Вы уже супер-пупер. Самое лучшее. И не сравнивайте себя ни с кем. Так, для Марии смотрим послание из будущего. Прости обиды. Никаких сожалений, стыда или чувства вины. Прости обиды. Пусть все это побыстрее уйдет из твоей жизни. Еще можете, знаете, когда вы идете выкидывать мусор, да, кстати, ну, этот пакет на улицу когда выкидываете мусор и говорите, что я все плохое выкидываю в своей жизни, и бросаете этот мешок, мусорный вот этот вот бак. И все, и дальше идите, как ни в чем не бывало. Сказали и забыли, все. То есть пусть все плохое будет выброшено за борт. Так, послание из будущего смотрим. Для Марии послание из будущего смотрим. Твой ключ к успеху в знаниях. Сейчас. Не хочет. Смотрите, вот. Пока есть возможность, всячески образовывайся. Больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. В общем, чем-то таким надо вам заняться, обучающим. Это вам на будущее будет плюс. Вам легче будет в будущем. Вам пригодится, в общем, это обязательно. Там не сомневайтесь. Для Аннет смотрим. Так, для Аннет. Тут какая-то перевернулась, в общем, ну,
Вот. Я вот ее покажу, а потом еще вытащу. Ищите помощь на стороне, Анет, но сейчас еще вытащу. Так, смотрим. Для Анет смотрим. Делайте добрые дела. Делайте добрые дела. Вам вернется через других людей. Так, смотришь для Анет, смотрим. Ага, ну-ка, прислушайтесь к своей интуиции. Сейчас она не подведет. У вас тоже интуиция будет работать. У вас и так она работает. Но в ближайшее время, говорят, прислушивайтесь к интуиции. Неспроста она будет вам что-то говорить, подсказывать. Для Анет смотрим. Любите себя. Перестаньте искать причины, по которым вы недостаточно хороши. Любите себя. И пусть весь мир подождет. Так, смотрим. Для Анет. Отдохни. Ты очень устала. Срочно иди в постель сейчас же. Вам говорят, отдыхайте. Вам говорят, нужно отдохнуть. Или завтра подольше поваляйтесь в постели. И послание из будущего для нас смотрим. Перестань искать себя, создай. Сейчас настроим, ну-ка. Расслабься и представь идеальный образ себя. Детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь, чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом. Начни создавать себя прямо сейчас. Я не знаю, что вам не хватает до идеала, мне кажется, там все хватает. Но, видимо, что-то нужно еще. Где-то что-то, не знаю что. Вас тоже благодарю, Анна. Спасибо, что приходите на эфирчики. Давайте будем смотреть 10 посланий из будущего. Можете выбрать любую циферку от единички до 10. Можете 2 циферки выбрать, будет тогда 2 послания. Можете подумать какую-то ситуацию, какой-то вопрос вас интересует, чтобы послание было именно вот на этот ваш вопрос. Или просто на данный момент. Послание из будущего именно просто на сейчас, что вам нужно знать, какое послание получить. Я тоже загадаю с вами, хорошо? Что-то мне тоже захотелось. Точно я этого не делаю, но иногда вот именно на этой колоде. В общем, смотрим. Единички. Кто загадал первую позицию? Тут не очень эта камера, конечно, настраиваться любит. Разреши себе сделать перерыв. Переключи свое внимание на что-то другое. Перерывчик. Вам нужен перерыв. Переключитесь. Займитесь чем-то другим. Тут надо расслабиться. Двойки, смотрим вам. Послание из будущего. Этот человек не враг тебе. Так. Дай ему возможность доказать это. Дайте возможность доказать. Пусть проявится человек. Вот. Троечки. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Талисманчик себе выберите. Тот, который вам нравится. Это не должно быть что-то такое, что пишут в интернете, всем подходит. Это может быть лично ваше. Вам не подойдет то, что всем подходит. Отталкивайтесь от того, что вы сами... То, что хотите, то, что вам приятно видеть, держать в руках, на виду, чтобы у вас было перед глазами. Четверки. Прислушайся к своим чувствам. Я не знаю, сейчас настроится. Сейчас настроим, попробуем. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Интуиция опять. Пятерки. О, пятерки, смотрите, а здесь предупреждение. Кто-то хочет тебя обмануть, пожалуйста, будь осторожен. Вы, кстати, пятерки можете догадываться, кто вас может обмануть, вы можете догадываться, поэтому держите ушки на макушке. То есть это не так уж и скрыто от вас будет. Шестерки, смотрим. Тебя поглощает рутина. Ну, здесь надо немножко переключиться. Измени привычный образ жизни, иди другой дорогой домой, смени имидж. Покупай новые продукты, сделай что-то необычное для себя. Что-то новое, необычное. Да, попробуйте новое кофе, может быть, вам понравится. Приготовьте новое блюдо, посмотрите в интернете, как это делать.
Семерки. Семерки. Вам пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, удели им время. Ну, с друзьями встречайтесь, расслабитесь, отдохнете, поддержку получите. Восьмерки. Восьмерки. Ты слишком торопишься. Остановись и еще раз все перепроверь. Перепроверьте. Достаточно ли бензина в вашей машине? Проверьте все еще раз, все ли хватает. Девятки. Девятки. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. Это тяжело, да? Десятки. Десятки. Не зацикливайся. О, такая, это, конечно, это хорошие слова. Отпусти ситуацию, все разрешится наилучшим образом. То есть расслабьтесь, спокойствие, только спокойствие. Самые главные слова, то, что здесь все разрешится наилучшим образом. Отпустить может быть тяжело, но делайте это. Так, такие у нас послания. Теперь будет у нас, что делать, чтобы неделя была хорошей, и что не делать, чтобы неделя была хорошей. Посмотрим. Будет 3 варианта. Можно в записи посмотреть, да, можно. В общем, сейчас будем смотреть. Выберите любой вариант, 1, 2, 3. Первый вариант, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Во-первых, заниматься сначала одним делом, потом только браться за следующее. То есть делаем одно дело, доводим до конца, все, завершили, сдали, все, беремся за следующее дело. Вот. Принимаем решение быстро, осознанно и понимаем, что при принятии решения мы берем ответственность на себя. Прежде чем принять решение, сначала все анализируем. Ну, то есть у вас мозг должен быть включен эту неделю, то есть все осознанно надо делать. Вот. И вот. Если кто-то вам что-то говорит, вы можете прямо в лицо, как есть, так и отвечать. То есть не скрывайте свои эмоции, говорите правду, нормально все. Что не нужно делать, не нужно браться за несколько дел сразу, потому что у вас может это не получиться, что-то можете не довести до конца, где-то что-то упустить, то есть не нужно делать сразу несколько дел. Вот. И не нужно говорить лишнюю информацию. Не говорите о себе то, чем можно воспользоваться против вас в будущем. Вот, как бы не стоит. Вот. Так что более осознанно надо все действия делать и думать о том, какие могут быть последствия. Перепроверяйте все несколько раз. Проверили, еще раз проверили на утро, там, не знаю, и все. Уверены, что все хорошо отправили. Так, двоечки. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Ой, что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, тут что тут делать? Расстраиваться, если что-то не получается, и делать снова. Здесь что делать? Здесь поменять модель поведения. Делать не так, как раньше. Если вы что-то уже делали, и у вас результат был отрицательный, не удовлетворил вас результат, нефиг опять это делать. То есть проанализируйте, не наступайте на те же самые грабли. Почему это получилось, почему случилось, и больше так не делайте. Потому что, опять же, будете разочарованы. Много не болтайте, не сплетничайте. Лучше держите язык на замке и помолчите немножко. Пусть лучше вокруг говорят, а вы так это анализируйте. Что не нужно делать? Не нужно быть слишком спокойным. Не нужно думать, не получилось, значит, так и должно быть, не судьба, там, нифига. Просто анализируем и больше так не делаем. Да? Что не нужно делать? Не нужно слишком расслабляться. Не нужно. Не нужно думать, что это все рутина и вот это все. В болото не погружайте себя мыслями. Вот. Не получилось, идем дальше, анализируем. Так, троечки, что делать? Чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая? Троечки, трудяшки. Троечки, вам нужно работать, чтобы неделя была хорошая, вам нужно очень много работать, браться за все проекты, вы классный спец, прокачивать свои вот эти вот рабочие навыки, качества. У вас сейчас будет возможность хорошая заработать деньги, если где-то подработка, берите, вы справитесь. Работа будет завались, будете работать, не поднимая головы, как бы тут работа, плодотворная работа, вникайте во все,
изучаете это все глубоко, не поверхностно, тогда у вас все получится. Все вообще получится, если вы не будете руки опускать просто. Хорошие клиенты могут, кстати, прийти, платежеспособные. Беритесь за работу, которую будут предлагать. Что не нужно делать? Не нужно думать, что все получится само собой. А вот я хочу так, да, и нужно только думать, и ничего делать не надо, и все получится. Вот это вот не нужно, такие мысли, если в голову приходят, ну, отгоняйте их. То есть нифига ничего не получится. Под лежачий камень, как говорится, если попу не поднять, доллар не пролетит. Так, да? Ну, то есть что-то такое. То есть тут работать. Не думайте, что все просто так может прийти в жизнь. Тут нужно немножко поработать. Вот. Постараться прям. Доказать, что да, я этого достоин, я классный спец, я найду ответ на все вопросы, там разберусь, в общем. Я заслуживаю эти деньги, которые вы мне платите, там, да, давайте еще мне. Вот. Так, ну все, у нас эфир получился такой коротенький. Вот. Приходите в субботу на эфирчики, в записи можно все смотреть, эти общие раскладики. В общем, нужны подсказки, приходите в следующую субботу, да, подписывайтесь, на колокольчик нажимайте. Если эфир изменится, время эфира, то вы сразу будете знать, потому что колокольчик — это значит начало эфира, вам придет оповещение. Вот, ставьте лайки, мне будет приятно, да, можете в Телеграм добавиться, кстати, там внизу под видео, под всякими разными, там, под шортсами этими есть Телеграм, ссылка на Телеграм. Там дублируются просто те же самые видео, что в Ютубе. Ну все, буду вас обнимать, обнимаю, целую. Увидимся с вами в следующую субботу. Приходите. Всем классной недели желаю. Пусть у вас все получится. Всем пока.